Друзья, привет! Я Сережа Death Camera Store, и сегодня мы вместе с ребятами из Negative Crew будем делать большой видеообзор на компактные 35-мм автофокусные камеры, которые стали сейчас одними из самых востребованных на рынке, и не просто так. Эти камеры выдают качественную картинку, просты в использовании и удобны в транспортировке. Плюс ко всему, они еще относительно доступны. Каждую из них вы сможете купить до 100 баксов. Говорить будем про Canon Prima Mini, Canon Top Shot, Olympus Mio 1, Olympus Mio 2 и Ricoh FF9S. Первой камерой на сегодня у нас будет Canon Prima Mini, представитель легендарной серии SureShot с линзой 32 мм 3,5, выдержками 1/4, 1/250 секунды, что на самом деле не очень хорошо, потому что с пленкой Portrait 800 где-нибудь в горах или в яркий солнечный день вы можете неплохо так засветить свои кадры. Наверное, это один из самых больших минусов этой камеры. В остальном здесь, как по мне, только плюсы. Камера черная, незаметная, достаточно маленькая, помещается в карман. И необходимый набор режимов здесь присутствует, ничего лишнего. На торец вынесено управление вспышкой. Когда вы хотите без вспышки, вы просто зажимаете эту кнопочку. Когда хотите со вспышкой, зажимаете другую. В остальном камера работает автоматически. Легкая, маленькая и не зря присутствует сегодня в нашем обзоре. Ну а следующая камера у нас будет Canon Top Shot. Камера из прошлого, из конца 80-х, и поэтому она такая здоровая и громкая. Тягаться с Canon Prima Mini ей будет достаточно трудно. Видите, какие размеры, в карман такую не положишь. Но у нее есть и сильные стороны. Это линза 38 мм 2,8, состоящая из 4 элементов, выдает красивую, контрастную и резкую картинку. По функционалу здесь все достаточно просто и минималистично. Отключение вспышки не самым удобным образом, как мне кажется, снизу. Установка таймера и ножка, которая выдвигается снизу, для того, чтобы вы могли сфотографировать себя с ровной поверхности, например, вот с этого стола. Звонили из 80-х, просили. Что касается электроники в этой камере, здесь все очень хорошо. Автофокус классический, классный экспозамер. На эту камеру я снимал, и даже при плохой освещенности свет меряется очень хорошо. Затвор здесь обеспечивает выдержки от 1/8 до 1/500, что уже круче, чем на Canon Prima Mini. В 2 раза быстрее, выдержка короткая. Вот, собственно, и все, что можно про эту камеру рассказать. Перейдем к следующей. Так. Еще одна камера, легендарный аппарат Olympus Mio 1. Камера стала такой известной не просто так. Это продолжатель серии X, серии AF, то есть такие камеры, как AF1, XA1, XA2, XA3, XA4. Это камеры из этого семейства. Здесь все просто, никаких лишних деталей нет. Потрясающий лаконичный дизайн. Что в этой камере мне не нравится, так это расположение вспышки очень близко к объективу, и даже режим компенсации эффекта красных глаз не всегда спасает. Если вы не любите краснющие глаза, с этой камерой у вас, наверное, будут проблемы. А в остальном вещь очень крутая, очень удачный объектив 35 мм 3,5, устанавливался еще на камеры Olympus Acro, Olympus LT1. Если вы не знали, Acro — это лимитированная камера, выпущенная к юбилею Olympus в количестве 20 000 экземпляров.
Я думаю, эти ребята фигню в такую знаковую вещь просто так не поставили бы. Камера производилась в Китае, но запчасти изготавливались в Японии. Качество здесь на высоте, и даже несмотря на такой преклонный возраст и интенсивность ее использования, выглядит она молодцом. Наверху расположен дисплей, на котором отображается количество кадров и установленные режимы со вспышкой, без вспышки и компенсация красных глаз. И еще одна камера, которая темная лошадка в ряду автофокусных компактов, Ricoh FF9S. И мне на самом деле не совсем понятно, почему эта камера не стала в свое время гиперпопулярной, как камеры из серии Mu или как Canon и Shure Shot. Факт остается фактом, об этой камере мало кто знает, но вы посмотрите, как она выглядит. Очень приятный дизайн, матовый цвет, удобное включение на фронтальной панели, не сдвигом крышки, как на Olympus Myu, а маленьким переключателем. И что мне в этой камере, на самом деле нравится больше всего из таких прикольных вещей, это включение вспышки. Она поднимается вот так вверх, и если вы хотите фотографировать без нее, вам достаточно просто прижать ее рукой, и камера выставит правильную экспо-пару. Плюс ко всему, на этом аппарате очень много дополнительных режимов. Перечисляю, сейчас включаю и перечисляю. Здесь есть фокусировка на бесконечность. Это на самом деле очень важный режим, и, к сожалению, в других камерах, о которых мы будем говорить сегодня, нет этого режима. Этот режим позволяет нам снимать из-за стекла, из-за препятствий, и вы не будете фокусироваться на ближайшие объекты, фокус будет идти вдаль. Особенно это полезно, когда вы снимаете, например, из машины. Следующий режим – это ночной пейзаж. Дырка здесь открывается на максимум. Выдержка устанавливается максимальная. Насколько я помню, здесь 1/2 секунды, и срабатывает вспышка. Это прикольно, если вы делаете, например, там фотографию группы людей ночью. И самый странный, наверное, режим съемки телевизора. Наверное, в 90-х люди часто фотографировали телевизор в Японии, без комментариев просто дальнейших. Есть также здесь серийная съемка, интервальная съемка, когда камера делает один снимок в 60 секунд, и мультиэкспозиция. То есть в итоге мы получаем два супер полезных режима. Это фокусировку на бесконечность и мультиэкспозицию. Многие хотят мультиэкспозицию попробовать, и, к сожалению, можно сделать не на всех камерах. Из тех, что сегодня, только на этой. Классический сверху режим таймера. И что мне еще нравится здесь, это питание от батарейки CRP2. Эта батарейка представляет собой спаренную батарейку CR123 и обеспечивает быструю перезарядку вспышки и, в принципе, долговечность работы. Такой малыш, и вот просто жалко, что он не стал популярным и востребованным в свое время. И последняя камера на сегодня. Я думаю, вы все о ней знаете, вы все ее хотите. У кого-то, может, она уже есть и не одна. Это Olympus Myu 2. Камера, обладающая ультимативным набором функций. Здесь есть влагозащита, объектив 35 мм, 2,8, мультипросветление, выдержка 1000 и максимальная выдержка 4 секунды, что позволяет со штатива снимать ночью вменяемые кадры. Очень удобное управление, как мне кажется. Многие грешат на то, что вспышка трудно отключается, надо 2 раза нажать, но это дело привычки. Когда я снимал на эту камеру, это совершенно не смущало. Что-то еще добавлять, я думаю, про нее не стоит. Все решит следующий выпуск, и не один. Будем снимать, будем отстреливать мишень и
щелкать на студии. Па-па-па-пау. Концовка точно нормально так?